В общем, листал я недавно Steam и вдруг заметил вот эти огромные динозавры-бусы. Естественно, как и любого адекватного человека, наверное, меня это заинтересовало. Но давайте не опошлять, это чисто профессиональный интерес ради игрового экспириенса. У меня было много анимешных девочек в разных играх, даже в реальной жизни себе дурочку приобретал, которая за меня стримила, но вот такого у меня еще не было. Так что это видео будет полностью посвящено динозавру с двумя огромными «Д». И скажу вам так, то, что снаружи может казаться самым обычным роликом на ютубе про второсортную новеллу, зачастую хранит в себе то, что может вас очень сильно удивить. Лысый чел из мемов. Пожалуй, без лишних слов начнем. Кстати, у меня такая упругая задница. Дамы и господа, представляю вам динозавр VDD. Отмечу, что меню игры мне уже нравится, здесь сразу видно, на что ты потратил деньги. А если зайти в настройки, то понимаешь, что точно не зря. Сюжет повествует нам о том, что в 1800 году нашли останки древних динозавров. И если кости сохранились, это еще ничего не значит. Скорее всего, ученые упускают важную деталь. У этих динозавров, наверное, были толстые, сочные дойки. Ну и миллионы лет спустя мы встречаемся с нашей главной героиней динозавром. Ну, точнее, Д-динозавром. Ее буквально так зовут. И сейчас она сидит в кабинете психотерапевта, что в целом не совсем обычно для ее интровертной личности. Но выбора у нее в целом нет, ведь она пошла на этот шаг из-за сильного чувства одиночества, преследующего ее миллионы лет. Ну, вообще сразу скажу, тут непонятно, сколько ей лет, в игре ни разу не уточняли. Но эпизодически проскакивают вбросы, что она живет одна 200 миллионов лет. Так что да, я точно не знаю. Никто не знает. Подождите, я выгляжу достаточно презентабельно. И тут нам дают инструмент кастомизации персонажа, состоящий из одной функции гениталий вульвы. Звучит это примерно так. Но я решил выбрать вульву F. Я тоже не понимаю, что ты сейчас смотришь. Давай не выебывайся, да? Затем в кабинет заходит он. Голос похожий на сабвуфер, руки как стволы деревьев, а эти брюки... Вау, какой мужчина. Доктор Леон. Давайте посмотрим... Ой, нет, не сюда. Далее они знакомятся. Ну, это Леон, психотерапевт, а это динозавр, хуманизированная пубертатная ящерица. И Леон предлагает пройти вводный тест. Да. Чтобы понять уровень интеллекта, видимо, игрока. Ну, спасибо за троллинг, блин. Как бы вы описали себя? Веселый? Я сразу объясню, это не монтаж был, и все, что будет дальше, в 90% случаев тоже не монтаж. Какая моя любимая закуска? Может, сырная пицца? Я бы хотел воспользоваться спасательным кругом. Мне надо позвонить своему коту, мистеру Робсону. Эй, Робсон, подскажите, какая моя любимая закуска? Вы уверены? Хорошо, спасибо. Хорошо, ну и каков твой ответ? Очень большая сырная пицца. Назовите то, что вам действительно нравится. Посмотрим. Длинные усы, жесткая упаковка из 6 штук. Что, блять? А, похуй, давай это. Это был самый простой вопрос. Думает динозавр, украдкой взглянув на его твердую упаковку из 6 кубиков. До меня только сейчас дошло, что это пресс имелся в виду. Ну мало ли, что там еще может скрываться в этих штанах. Так-то Леон нормальный мужик. Мы даже чем-то... похожи. Да, кстати, чуть не забыл. Какой ваш любимый динозавр? О нет, он знает. Зачем ему задавать этот вопрос? Тут немного поясню. Наша ящерица всячески скрывает, что она динозавр, и не хочет, чтобы кто-то узнал ее тайну. В принципе, да, это глупо скрывать то, что на лицо видно, но вы знаете, что мозг динозавра примерно как у женщины, то есть размером с грецкий орех. И какой из этих динозавров лучший? Тирекс? Хорошо, все готово. Хотите, верьте, хотите, нет, но эти ответы могут рассказать много нового о человеке. Человеке, да. Например, то, что вы очень серьезно относитесь к такого рода тестам. Пожалуй, на сегодня с тебя хватит. Да естественно хватит, я не могу, блять, больше на это смотреть, у меня непроизвольная эрекция. Короче, они добазарились встретиться на следующей неделе, а динозавр идет домой. Динозавр лежит в постели. Тонкая простыня едва прикрывает ее огромное тело. Поскольку здесь довольно тепло, на ней нет другой одежды. О, май, она голая. Это был странный день, мистер Робсон. Обычно ты мой единственный собеседник, но сегодня я поделился самым личным мнением об этом случайно привлекательном жеребце.
Что, блядь? Я нихуя не поняла, что озвучила. Я тоже. Ты такой милый и милый. Она щекочет его милые кошачьи лапки. Ему это нравится. Мистер Робсон мой самый старый и верный друг. Возможно, он не такой разговорчивый и иногда засыпает, когда я говорю на середине предложения. Но мне кажется, что я всегда могу поговорить с ним о чем угодно. Должна сказать, это было настоящим шоком, когда доктор Леон спросил меня про динозавров. А что, если он узнает, что я на самом деле динозавр? С другой стороны, наступит момент, когда неизбежно будет раскрыта настоящая причина, по которой я его навещаю. Мое одиночество. Но, к счастью, у меня есть вы, мистер Робсон. Я тебя тоже люблю, мистер Робсон. Пожалуйста, мистер Робсон, хватит говорить о политике. Через неделю динозавр снова приходит на прием и в коридоре краем глаза замечает это. Когда она видит его, ей с трудом верится, что он настоящий. Линия подбородка, словно выточенная скульптором. Волосистая линия, которая может сломать кусторез. Что? И это тело? Ух ты! Так, я сейчас задумался, это же не его игра, верно? Верно? Он меня как будто даже не замечает. Он, должно быть, думает, что я монстр. О, эти волосы. Нет, я просто не могу перестать душить кошек. Вот почему я встречаюсь с доктором Леоном. Ой, простите, я немного пошутил. Я знаю, не смешно. Ну, нет, это моя вина. Наверное, я просто немного напряжена из-за встречи. Ну, ты не первый человек, который меня не понимает. Затем он смотрит на небо примерно 2-3 секунды с эмоциональным выражением лица. Очень грустно. В общем, так мы знакомимся со вторым мужским персонажем, блондинчиком-красавчиком. А про это, пожалуй, я ничего говорить не буду. Как вы заметили, красавчик, как и любой чувственный качок, не выделяется сообразительностью. Как и, собственно, эта пубертатная ящерица с мозгом в виде ореха. Из-за этого их диалоги и знакомства проходят примерно на уровне «он делает лицо XD». Динозавр дает красавчику валик чистейшей шерсти и решает случайно зарычать. Динозавр издает тихое рычание. Ой, Будьте здоровы! уф, к счастью, он этого не заметил. Примерно так они знакомятся, и выясняется, что красавчик пришел на час раньше его приема, а сейчас время приема динозавра. Ох, что ж, желаю тебе удачи в решении твоей проблемы с удушением. Подожди, что? Откуда ты об этом узнала? Ну, это не столько проблема, сколько решение. Я не с вами разговаривала, доктор. О, конечно, входите. На втором приеме Леон предлагает пройти тест на расслабление. Попробуем добиться этого с помощью массажа. Она обнажает спину и ложится на стол, обнажая свои огромные хлопушки. Хорошо, теперь закрой глаза и постарайся выдохнуть. Вдох, выдох. Что? Ничего не поняла. Леон осторожно начинает надавливать на сексуальную спину динозавра и нежно растирает ее тело вверх-вниз. Когда пальцы Леона коснулись ее плеч, она случайно издала чувственный стон. Ты в порядке? Не останавливайся. Не могли бы вы мои бедра? Леон немного колеблется, его руки скользят вверх и вниз. Вверх и вниз. Каждый раз немного ниже. Каждый раз чуть ближе к ее клоаке. Так, ладно, пожалуй, хватит с меня этих башенок ебаных. Никто не ожидает, что вы решите эту проблему за 2 недели. Ты отлично справляешься. И я отлично справляюсь. Сожрать его? Затем динозавр идет домой и, как обычно, рассказывает мистеру Робсону все, что с ней происходило, получая в ответ... После чего идет спать. Когда она ложится на бок, ее груди ударяются друг о друга. Пораженный, но с усталым выражением лица, мистер Робсон поднимает голову. Нет, не волнуйся, Робсон. Это была просто моя гигантская грудь. Просто иди спать. Мистер Робсон.
Робсон, вы извращенец. А мы вновь переносимся на неделю вперед перед приемом Леона. Уже почти пора. Интересно, какой будет тест на этой неделе? Надеюсь, однажды это будет тест на беременность. Дверь в зал ожидания распахивается. Эй, это же тот красавчик. Интересно, помнит ли он меня? Привет, динозавр! Динозавр? А откуда он знает? Как? Что? Откуда ты знаешь? Ваше имя? На прошлой неделе я слышал, как доктор звал тебя в кабинет. Ой, да, верно. Дальше там идут филлерные разговоры про домашних животных и пошлые мысли рептилии, а еще выясняется, что красавчик снова пришел на час раньше своего приема. Затем их разговор внезапно прерывается распахнувшейся дверью кабинета доктора Леона. О, прежде чем я уйду, как тебя вообще зовут? Доктор Леон, ты тупой, что ли? В любом случае, заходите, и мы начнем тест памяти. Как я уже говорил, на этой неделе пришло время теста памяти. Не только потому, что ты, кажется, забыла мое очень легко запоминающееся имя, но еще потому, что на прошлой Пока неделе доктор я пытался говорит, посеять динозавр семя смотрит на его широкие плечи. Я бы хотела, чтобы он заронил в меня семя. О боже, хватит! Тестами на память оказалась игра с переворачиванием карточек, которые подозрительно напоминают, ну как сказать. Вот что вы тут видите, напишите в комментарии. Прилив адреналина от откровенных изображений заставил динозавра вспотеть. Доктор, вы не возражаете, если я сниму обувь? О боже, бля! Когда ее туфли соскользнули с каблуков, аромат ее престижных ног наполнил комнату. Представьте себе запах. Но, видимо, у этой игры не было конца, и, например, на 10-м раскладе я уже не успел перевернуть все карты за минуту. Ух ты, мировой рекорд! Спасибо, что пришли, увидимся снова на следующей неделе. Дома динозавр уже в 3-й раз подряд долго размышляет по поводу своего одиночества. Но я лучше покажу вам, как мистер Робсон с большой точностью облизывает свой соленый анус. Он был рядом со мной с первого момента, как я его встретила. Я до сих пор помню, как он там лежал, в этом мокром мешке. Это была дождливая ночь, когда динозавр рыдала, возвращаясь домой с неудачного свидания. И вдруг она услышала странный шум, доносившийся из переулка. Это был кот? Когда она открыла сумку, она увидела его, свернувшегося кулачиком, дрожа от холода. Настолько худой и голодный, что его упаковка из 6 кубиков действительно стала популярной. У мистера Робсона была тяжелая жизнь. День за днем его помещали под палящий студийный свет, чтобы его владельцы могли делать фотографии для таких вещей, как мемы, социальные сети, поздравительные открытки и подобные вещи. Еды ему давали ровно столько, чтобы он не капризничал, а перед камерой ставили в неловкие позы в смешных нарядах. Но Робсон не знал ничего лучше, он с радостью делал это для своих владельцев. Даже в тот день, когда что-то пошло не так. День, когда он нарядился ковбоем. Хотя это и выглядело мило и забавно, он не ел уже 2 дня. И он слишком устал, чтобы собраться силами и удержаться на лошадке-качалке. На мгновение у него закружилась голова, и он соскользнул с лошади. Что произошло дальше, он не помнит, но когда проснулся, услышал, как хозяева обсуждают, что с ним делать. Только тогда он почувствовал жжение от ожога на лапе. Во время падения он выкатился на свет студии, и его волосы сгорели. По дороге к ветеринару Робсон очень испугался. Он ничего не видел и не привык к громкому гудению машины. Мистер Робсон задался вопросом. Возможно, его владельцы положили его в эту сумку, потому что знали, что он очень боится ветеринара. Но тут машина остановилась. Он чувствовал, что его подхватывают. Он оставался сильным. Он знал, что сейчас они почти у ветеринара. Но затем он почувствовал, что его внезапно швыряют вниз. И когда вода начала просачиваться с дна сумки, Робсон понял, что он не пойдет к ветеринару. Его бросили в воду. Это должна быть ошибка, верно? Мои владельцы никогда бы этого не сделали, верно? Вода медленно поднялась к мышцам его груди до подбородка. Может быть, теперь я наконец смогу немного отдохнуть. Спасите его! Внезапно вода быстро падает из отверстий на дне мешка, и Робсон чувствует, что его поднимают. Но когда его милая кошачья головка выглядывает из-под края сумки, первое, что он видит, это незнакомые лица его владельцев. На него был направлен объектив камеры. Его бросили в воду, чтобы его снова выловили и сняли это на видео. Видео тогда называлось «Спасение кота от утопления». Видео получило миллионы просмотров, а его владельцы стали героями. Спустя десятки видеороликов ему потребовалось
требовалось все больше времени, чтобы прийти в себя. Мистер Робсон становился старше и истощался сильнее, но его владельцы были счастливы, так что он тоже был счастлив. Пока не настал тот неизбежный день, когда ему на замену появился новый кот. После многих лет обращения с ним как с мусором, в конце концов они выбросили его в мусорку. Я до сих пор это помню. Те большие, испуганные, круглые глаза, которые смотрели на меня, когда я открывала сумку. Но когда я спросила его, хочет ли он пойти со мной домой, этот тревожный взгляд превратился в благодарную улыбку. Сейчас он старый кот, но полностью выздоровел. Волосы на его лапе отросли, а ожоги еще мало что видны. После такого даже закурить не стыдно. И нет, не этот электронный шлак. Далее динозавр идет на очередной прием и, как вы понимаете, снова встречает в коридоре красавчика. Из их разговора мы узнаем, что его зовут Ханк, но красавчик как-то больше ему подходит. В целом, в этом конкретном диалоге больше нет ничего интересного, но если вам нравятся бессмысленные филлеры, то советую посмотреть что-нибудь другое. Например, в зеркало. Ты точно не долбоеб? Так что предлагаю переместиться уже в кабинет к Леону. На этот раз он придумал тест рисования, чтобы проверить мое воображение, и сказал по памяти нарисовать мистера Робсона. Ну и вроде как-то так, наверное. Вы гордитесь собой? Вы не знаете, как выглядит мой кот. Возможно, он действительно выглядит вот так. А в этом раунде я хотел бы попросить вас нарисовать человеческое лицо со всеми чертами закрытыми глазами. Так, ну, вроде бы вот такие правильные линии, да? Посмотрим результат. Неплохо, но ты забыл брови. Ладно, пришло время последнего раунда. В этом раунде вы можете нарисовать все, что захотите. Да нехуй делать, готово. Подожди минуту. Что ты наделал? Динозавр открывает глаза. Ты испортил мой стол из черного дерева. Могу ли я как-то загладить вину перед тобой? Если вы когда-нибудь научите меня рисовать такого кота, я буду очень признателен. Да ладно тебе, моя кисточка тебе усики-то пощекочет. Дома динозавр решает погладить мистера Робсона. Он такой милый. Но я себе это вообще не так представлял. Впрочем, вы уже можете представить, какие гомосексуальные фантазии можно ожидать от этой ящерицы. На следующей неделе в зале ожидания выясняется, что красавчик разбил свою банку с муравьями. И мы в очень интересной нет мини-игре должны помочь найти муравьев в черно-белой, блять, комнате. Ну вот, вы видите муравьев здесь? Нет? А вот он, оказывается, размером с целый ебаный пиксель, и таких надо найти 10 штук. Я просто того маму еб... Саламандра с большими сиськами, пришло время твоего свидания. На этот раз Леон хочет провести тест Роршаха. Если по-простому, то мне будут показывать чернильные пятна, я должен говорить, что в них вижу. Леон берет со стола изображение с абстрактным чернильным пятном. Да, это я, кстати, нарисовал, а чё? Что насчет этого изображения? Это определенно пенис. А еще один пенис? И вот последний. Чернильное пятно в форме пениса. Определенно. Это всего лишь ваша интерпретация. Исследования показывают, что для многих социальное взаимодействие и партнерство входят в число основных потребностей человека. Хорошо, Леон, я подумаю об этом. Сегодня вечером в постели, голая. Я подумаю об этом очень долго и очень медленно. Из-за моего мозга размером с грецкий орех. Дыхание Леона учащается, когда она говорит ему на ухо. Увидимся на следующей неделе. Дома, надевая слегка прозрачную ночную рубашку, она видит, что мистер Робсон уже спит в своей культовой форме шара. Она гладит его милый животик, пока он мирно лежит рядом с ней. Но когда ее рука касается его упаковки из 6 кубиков, она мгновенно замечает, что что-то не так. Мистер Робсон? Это первый раз, когда он не мурчит, когда она прикасается к нему. Что-то не так. Позвольте мне помочь вам. Но уже слишком поздно. Его мышцы уже расслабились, а тело уже остыло. Мистер Робсон! Нет! Слезы наворачиваются на ее глазах, когда она отчаянно пытается найти решение. Решение, которого не существует. Поток слез течет по ее лицу и соскам. Извините, я знаю, это звучит неуместно в данном контексте, но именно это и происходит. Когда она осторожно поднимает его и крепко обнимает, она видит письмо, где он только что лежал. Письмо было написано Робсоном и адресовано ей. Lieber Dinosaurier, wenn Sie dies lesen, bin ich leider nicht mehr am Leben. Obwohl wir es vorzogen, nie darüber nachzudenken, wussten wir beide, dass dieses Abenteuer namens Leben, du hast Angst, dass deine Hose zu eng ist, während ich deine Anallippen besser sehen könnte. Ich hoffe, dass auch nur ein paar dieser Worte
ihnen in Zukunft ein bisschen mehr Freude bereiten können. Denn wenn es jemanden gibt, der es verdient, dann bist du es. Ich werde auf dich warten, bis sich unsere Wege wieder kreuzen. Es sei denn, jemand macht im Jenseits ein Psch-Psch-Psch-Geräusch. Dann könnte ich mein süßes Gesicht an seinem Schienbein reiben. Ich liebe dich, weil ich sehr süß bin. Lebe wohl, Herr Robson. Динозавр хватает ртом воздух и бесконтактно рыдает. Oh ja, und nur für den Fall, dass das Gerücht wahr ist, damit du kackest, wenn du stirbst, lege ich einen 50-Dollar-Schein in den Umschlag, damit du neue Blätter bekommen kannst. Но в конверте нет 50-долларовой купюры. Даже когда он писал записку, он думал только обо мне. Он был таким милым. Теперь я действительно совсем одна. После этого ящерица в депрессии снова приходит на еженедельный прием, где по традиции красавчик пришел на час раньше. Динозавр рассказывает ему, что мистер Робсон выбыл из строя, и они вместе над этим плачут. Я знаю, что ты чувствуешь. После падения на прошлой неделе один из моих муравьев тоже не выжил. Он поднимает глаза, указывая на небо, а затем посылает воздушный поцелуй. Также динозавр рассказывает о потере кота и Леону. Я знаю, что значит потерять лучшего друга. Однажды у меня была золотая рыбка. Я забыл, как его зовут, который тоже скончался. Я забыл его покормить, ты знаешь, а потом я просто спустил его в унитаз. Но унитаз засорился, и он выплыл наружу. Так что мне пришлось смывать воду 3 или 4 раза подряд. Должно быть, это было очень тяжело для тебя. Да, водопроводчик действительно взял с меня больше денег. Также потому, что это произошло поздно вечером. Это было очень тяжело для меня. Хорошо, я хотел бы попросить вас закрыть глаза и максимально расслабиться. Динозавр закрывает глаза. Ей нравится, когда Леон дает ей указания, жаркий смайлик. В этот раз он придумал охуенный тест на память и начал задавать вопросы по типу «Сколько грамот в его кабинете?». Из смешного там был момент, когда Леон спросил, какой у него ремень, и рептилия специально это забыла, чтобы потом на протяжении 6 минут трогать Леона за бубылду. Но она опять что-то перепутала. Уже дома в полном одиночестве динозавр не придумывает ничего лучше, чем просто пойти спать. Но тут появляется он. Живой кошмар каждого человека, который пытается заснуть. Комар! Пожалуйста, просто уходи. Хорошо, но сначала мне нужно немного крови. О нет, я должна ударить его, прежде чем он меня укусит. Тут начинается бой с боссом прямиком из Dark Souls, где нужно вовремя ударять комара. И на последнем хп я все-таки прихлопнул эту сволочь. Подожди, что это было? Ты правда думала, что сможешь меня ударить? Ты дурак! Это даже близко не соответствовало моей полной силе. Что происходит? Вот моя окончательная форма. Ты слабый, жалкий дурак. О нет, это вторая стадия, блять, как я мог забыть? Наконец попался. Последним движением крыла он пытается посмотреть на нее. Пожалуйста, подержи меня перед окном. Я бы хотел еще раз увидеть восход солнца, прежде чем меня потянет к последнему свету в конце туннеля. Кажется, сегодня вечером я все-таки почувствую вкус крови. Никогда не думал, что это будет моя собственная кровь. Динозавр использует салфетку, чтобы вытереть комара, и раздраженно смотрит на часы. Блин, мне завтра так рано вставать. Но от меня все-таки хочу выразить прессе в комару за достойное сражение. Даже учитывая, что этот пи***ц наебывал меня и вылетал с другой стороны предупреждения. Мы запомним его таким, каким он был, до вытирания мятой грязной салфеткой. Пишите прессе в комментарии, друзья. Разве вы не знаете, что на подоконнике только и разговоров, что о море и восходе солнца? На следующей неделе перед приемом динозавр опять встречает красавчика, и в этот раз он просит помочь выбрать ему фотографию для аватарки. Здесь две почти одинаковых фотографии, нужно найти 10 отличий. Я вроде без проблем нашел 9, но 10-е увидел только потом на монтаже. Смотрите, ставьте на паузу, вот две картинки, и попробуйте найти, что здесь еще отличается. Правильный ответ будет через 3, 2, 1. Это кустик, это
кустик. В кабинете у доктора Леона нас уже поджидает новый тест на состояние здоровья. Для этого доктору Леону нужно собрать образец слюны из горла нашей рептилии. Пожалуйста, откройте рот, чтобы я мог взять образец сока из вашего горла. Если он возьмет мазок из моего горла, он может обнаружить, что я огромный хищник, который может вырасти до 14 метров в длину и весить 8 тонн. Но она не может отрицать, что ей бы хотелось, чтобы толстый волосатый палец Леона засунулся ей в горло. О боже, во что я, блядь... ладно, неважно. А выглядит этот процесс примерно так. Я должен сказать, я очень впечатлен. Глубина твоего горла — это был бы большой талант в некоторых конкретных отраслях. Дальше дома она пытается понять, кто ей больше нравится, Леон или Красавчик. То есть эта игра получается гаремник? Никогда бы не подумал. А еще представляет, как бы они все вместе встретились с мистером Робсоном, если бы он был жив. Ну и короче, она решает написать Леону. Эй, Леон, ты еще не спишь? Блин, кто это? Это динозавр с двойными буквами «Д». Приятно, огоньки. Надеюсь, я тебя не побеспокою? Нисколько я все равно не мог спать. В чем дело? Я не знаю, просто мне стало немного одиноко. Что первое приходит на ум, когда думаешь о позитивности прямо сейчас? Давайте поговорим об этом. Крутые смайлики. Если я совсем честен, твой палец в моем бездонном горле. Не могу отрицать, что я тоже об этом не думал. Горячие смайлики. Возможно, мы когда-нибудь смогли бы сделать это снова. Возможно, мы могли бы сделать это снова когда-нибудь. Крутой смайлик. Лол, шумиха. И тут динозавр решает скинуть свою интимку. Вот оно. Гадэм! Смайлики взрывающейся головы. Очень хорошо. Спокойной ночи, Леон. Смайлик большого пениса XD огонек. Перед предпоследним приемом у доктора Леона к ящерице подходит Красавчик и признается ей в своих чувствах. Со всеми этими своими гримасами, зовя на свидание в ресторан. Но выбора у нас особо нет, потому что два варианта положительные. Или мозг ящерицы размером с грецкий орех. Леон же предлагает на этом приеме заняться спортом и поиграть в футбольчик. Да нахуй, а? Я нихуя не понимаю. А, точно, свидание с Красавчиком. Вот если честно, вообще не понял прикола этого момента. Какие-то рюмки на фоне, не сочетающиеся со спрайтами, разговоры ни о чем. Ну тут разрабы зафакапились капитально, если честно. Но давайте не будем о плохом. Ведь пришло время последнего приема, перед которым подходит Красавчик и говорит что-то вроде того, что он не всегда был честен главной героине. И хочет рассказать, почему он на самом деле посещает доктора Леона. Но в этот момент Леон его прерывает, и Красавчик не успевает ничего рассказать. А у нас в этот раз сеанс танцев, где нужно нажимать стрелочки, цифры, буквы. В это время она постепенно раздевается. Так, не отвлекайся. Ко всему прочему добавили и знаки, собака, сочетание клавиш, которые нужно жать одновременно. Еще больше ее стрелочек. Рептилия там уже голая крутит брейкданс. Это как вообще нажать? Alt F4? Блять. После всего произошедшего Леон в своей специфической манере тоже признается в любви к рептилии, говоря, что даже готов бросить ради нее работу, ведь больше они не смогут видеться на приемах. И наша ящерица, говоря, что ей нужно подумать, идет домой, где решает составить список плюсов Леона и Красавчика и тем самым понять, с кем она хочет встречаться. По итогу я накликал так, что динозавр с двойными буквами D решила признаться в любви Леону. И на следующий день она пошла к нему, чтобы это сказать. Но внезапно услышала, что Леон и Красавчик о чем-то спорят в кабинете. Ну и ящерица решила, что они дерутся за ее огромные бубсы. Поэтому врывается в кабинет и слышит то, чего, наверное, никто не ожидал. Оказывается, Красавчик и Леон были в сговоре, и Красавчик являлся некой приманкой для ящерицы, чтобы заманивать ее на приемы Леона. Но уже сейчас он искренне раскаялся, извинился и ушел. Что он имел в виду, говоря, заставлять меня вернуться сюда? Это больше не имеет значения. Все испытания успешно завершены. Что это были за тесты, которые я проходила последние несколько недель? Результаты подтверждают. Это динозавр. Подождите, эти тесты? Ваше имя Леон? Леонал Пагиста, анаграмма для... Палеонтолог? Я должна была догадаться. Как я могла быть настолько слепа? Тогда почему ты сказал мне, что любишь меня? Я заметил, что ты начала ускользать. И поскольку я знал, что ты испытываешь ко мне чувства, я использовал это, чтобы изучить тебя дальше. Ничего личного. Это именно то,
чего я боялась миллионы лет, что кто-то посчитает меня такой уязвимой, что кто-то узнает, что я динозавр, из-за которых ученые до сих пор спорят между собой. Сначала я возьму с вас образец ДНК, чтобы мы смогли создать еще больше динозавров. В конце концов, ты всегда этого хотела, верно? Чтобы больше не быть одной. Он держит иглу и угрожающе приближается к ней. А? Это... Что? Как это возможно? Мистер Робсон? Что? Это невозможно! Нет! Что это за пиздец? Леон мертв. Мистер Робсон, я думала, ты умер. Сердце динозавра наполняется любовью, когда она слышит романтическое признание Робсона в любви. Как она могла не видеть, что тот, кого она искала, был буквально всегда рядом? Вы всегда были тем, кого мне не хватало, мистер Робсон. Я тебя люблю. И жили они долго и счастливо, динозавр с двумя буквами Д и мистер Робсон. И обнимались они в страсти прямо на столе доктора Леона. А то, что было дальше, я уже не хочу вам это показывать. Ну вот это просто пиздец. Ой, мистер Робсон попал какой-то белой жидкостью в глаз Леону. Конец. Как вы поняли, основной посыл игры — ценить тех, кто уже рядом с тобой. Ну или просто, что нужно трахать своего кота. Так, Максик, ты это не слышал, понял? Видимо, Максик хорошо услышал, что я сказал, поэтому решил прокусить меня нахуй вены. Ну и если тебе понравился видос, то поставь лайк, потому что это поможет продвижению, я чаще буду делать видосы. А также хочу поблагодарить всех подписчиков с Boosty, это Amogus, Mr. X и Conofire. Да, у меня всего 2 платных подписчика, но ты можешь стать третьим. Рекламы у меня в видео нет, как и монетизации на ютубе, но в любом случае спасибо, что досмотрел до этого момента. И скоро еще увидимся. Покедова!